Поговорим сегодня о такой ошибке, как звучащие посторонние призвуки от тонких струн. В большей степени, наверное, это будет касаться левой руки. И здесь я просто покажу несколько основных, скажем, моментов, которые относятся, ну, скажем так, к общей постановке левой и в каких случаях, собственно, нарушаются определенные моменты, которые приводят, в свою очередь, уже к ошибкам в виде грязи на тонких струнах. Отлично, я сейчас не буду так вот глубоко вдаваться в постановку левой руки. Я специально выбрал такой ракурс, чтобы было видно гриф как бы вот в этой проекции. На самом деле здесь нас волнует два момента по поводу глушения ниже стоящих струн. Собственно, это глушение в большинстве случаев осуществляется в первую очередь левой рукой. Иногда бывает, что при игре, скажем, вот таких вот партий там помогает и правая рука, но в основном все-таки надо полагаться, скажем так, в основном на левую руку. Каким образом это происходит? Если вы стоите в классической позиции левой руки, так называемой классической позиции, то у вас, в принципе, основную накрывающую такую роль играет указательный палец. Да? Вот он все время находится вот здесь, вот он все время находится в контакте с этими струнами. И, собственно говоря, в блюзовой позиции происходит ровно то же самое. Просто там из-за позиции немного другой левой руки в целом, получается, что палец глушит немного иначе. Там геометрия, скажем так, глушения немного другая. Но суть не в этом. Суть в том, какие ошибки, собственно, возникают. Ошибка первая – это когда человек поднимает пальцы буквально от ладов, и у него вот эти струны становятся свободными полностью. Это бывает тогда, когда человек слишком далеко выносит левую руку вперед. И вот они звучат. Понятное дело, что в некоторых случаях левую руку вперед необходимо вынести, например, для игры каких-нибудь там каких-то аккордов, да, которые требуют вот этого, требуют того, чтобы открытые струны были открытыми именно. Но в остальных случаях, как правило, все-таки необходимо их подглушить. И вторая ошибка заключается в барре. То есть человек, в общем-то, из благих, можно сказать, намерений берет и передавливает фактически ниже стоящие струны, у него получается вот эта вот штука левой рукой. Также такой эффект говорит о том, что у вас слишком много давления в левой руке, потому что вам силы хватает не то, чтобы зажать одну струну, а зажать даже несколько струн, ну даже две хотя бы. Это уже много, это уже говорит о том, что вы слишком давите на гриф пальцами здесь. И еще одна ошибка, которая для многих, кстати, не очевидна, но вот много нервов моим ученикам, например, попортила в самостоятельной работе. Это вроде когда все хорошо, но вот, к примеру, указательный палец, вот этой, можно сказать, даже своей фалангой, он прижимает первую струну. То есть здесь вроде как все глушенное, а первая струна прижимается вот здесь. То есть она фактически сжимается нота. И, например, человек играет там риф какой-нибудь. И, например, здесь... И у него происходит вот такой вот какой-то эффект. Это тоже, конечно, недопустимо. То есть прежде всего вам необходимо проконтролировать давление и ощущение пальцем вот этих струн. То есть насколько вы давите или не давите на них, или свободно накрываете. И, собственно, этим все и ограничивается. То есть достаточно всего лишь их немножечко, пальца немного положить на струны здесь, палец указательный прежде всего, для того, чтобы было более-менее все чисто, заглушено и избежать вот этой ненужной грязи. В сочетании с глушением правой рукой это, в принципе, дает практически полную гарантию достаточно хорошего глушения. То есть здесь вы глушите левой рукой, например, играете вы на третьей струне. Такое старое дедовское правило. На третьей струне играем, здесь глушим левой рукой, то есть первую, вторую струну, правой рукой глушим четвертую, пятую, шестую. Вот и все. И у нас все закрыто здесь, и все закрыто здесь. Только целевая нота и остается. Вот и все.